Зачем идти учиться на курсы дайвинга и получать дайверские сертификаты, если можно просто нырять с инструктором? И не дешевле будет купить свое оборудование и баллоны и самому погружаться по соседству в озере? На эту тему исписаны десятки страниц на форумах и сломаны сотни копий в интернет-баталиях, но все равно это один из самых распространенных вопросов, которые задают дайвинг-инструктору. Всем привет, меня зовут Елена, я работаю инструктором по дайвингу уже 10 лет, сейчас живу в Таиланде на острове Катао. В предыдущем видео я отвечала на самые часто задаваемые вопросы про дайвинг от новичков, но этот вопрос я сознательно решила оставить на потом, чтобы разобраться в нем основательно. Поэтому присаживайтесь поудобнее. В этом видео расскажу про 5 самых главных, на мой взгляд, причин получать дайверские сертификаты. Это видео будет интересно тем, кто уже попробовал дайвинг, ему все понравилось, и он не против повторить этот опыт в дальнейшем, возможно, в следующем отпуске. А также для тех, кто не пробовал, но интересуется. Ну а опытные дайверы, поделитесь в комментариях своим опытом, как и почему вы пошли учиться дайвингу. Так что смотрите до конца и, конечно, не забудьте поставить лайк. Проще всего начать с самой понятной для всех части – материальной. И первая причина – это деньги. Погружение без сертификата для новичков, пробное погружение, интро-дайв, Discover Scuba Diving, Try-Dive всегда будет стоить дороже, чем дайв для сертифицированных дайверов. Разница в цене будет достаточно значительная, примерно в 2 раза. Поэтому даже если погружаться пару раз в год, выгоднее иметь сертификат. Тем более в начальный курс дайвинга входит не только зубрежка и учеба, но и 4 погружения в открытой воде, то есть 4 настоящих дайва. Почему же такая разница и почему дайв для прошедших обучение дешевле? Потому что сертифицированные дайверы, которые прошли обучение, уже более-менее знают, что делают. Они самостоятельно подготавливают свое снаряжение, должны знать, что делать в случае поломок и других непредвиденных ситуаций, и могут сами отвечать за свою безопасность. И получается, что у дайв-гида или любого дайв-профессионала, который их сопровождает, намного меньше работы и ответственности тоже меньше. Тогда как за человека без сертификата полностью несет ответственность дайвинг-инструктор, инструктору приходится делать все самому и иногда в буквальном смысле водить под водой за ручку. Вторая причина – это ограничение по глубине. Погружение для новичков, то есть для людей без сертификата, ограничивается 12 метрами. После первого уровня дайвинга, это Open Water Diver, можно погружаться до 18 метров. А если пойти на следующий уровень, это Advanced Open Water Diver, тогда можно нырять уже на 30 метров. Ограничения обусловлены принципами безопасности и практически одинаковы для всех сертифицирующих организаций и всех стран. Бывает, что люди приходят и говорят: я курс не проходил, но инструктор меня взял нырять на 30 метров. Зачем мне ваш сертификат? Вы меня на деньги разводите. И тогда приходится человеку терпеливо объяснять, что его предыдущий инструктор был большой молодец. В кавычках. Конечно, никто не без греха. И иногда установленные пределы нарушаются либо случайно по ошибке, либо из-за внешних условий, например, волнений или течений. Но в массе своей все стараются следовать стандартам своих сертифицирующих организаций. Поэтому не надо удивляться, если в следующий раз вас не возьмут погружаться глубже 12 метров без карточки, сколько бы вы ни били себя пяткой в грудь, доказывая, какой у вас огромный опыт. Без сертификата все это не имеет значения. А так ли надо погружаться глубже, спросите вы? Конечно, погружаться глубже совсем не обязательно. Обычно рыбок и кораллы, то, что интересно большинству дайверов, можно смотреть и на 12 метрах. Но это также значит, что число мест, где мы можем погружаться, будет сильно ограничено, что плавно переводит нас к следующему пункту. Итак, третья причина – это ограничение по местам погружений. Оно логично вытекает из предыдущего пункта. Не все места для погружений доступны для новичков. Какие-то слишком глубокие, какие-то слишком сложные из-за течений и волн. В некоторых местах несертифицированных дайверов вообще не пускают сразу погружаться с лодки. Обязательно нужно сделать первый дайв с берега. То же самое на самом деле касается и дайверов первого уровня, которые могут погружаться до 18 метров. Для многих это вполне достаточно, но есть интересные места, например, затонувшие корабли или какие-то глубокие интересные дайв-сайты, которые требуют погружаться на 30 метров, а значит, нужно проходить дальнейшее обучение.
Поэтому лучше учиться, чтобы увидеть больше. Это естественно, что большинство людей хотят все время погружаться только в самых красивых местах, постоянно нырять с акулами или мантами, но частенько такой дайв нужно заслужить, то есть иметь сертификат нужного уровня и соответствующий опыт. И это не из вредности, и не потому, что мы хотим вам продать дополнительный курс. Тут вопрос скорее в безопасности и комфорте. Во время работы на Мальдивах у нас было несколько дайв-сайтов, очень интересно, где можно было увидеть акул и много чего другого интересного, но достаточно сложных для погружений. То есть нужно было прыгнуть с лодки в точном месте, начать погружаться очень-очень быстро, чтобы сильное течение не успело вас отнести от скалы, от дайв-сайта. Мы старались не брать туда новичков или людей, у которых просто немного опыта, даже после чек-дайва. Но периодически находились люди, которые начинали скандалить, настаивали на своем, и в 100 практически процентах случаев это все заканчивалось большими приключениями для гидов и 20-минутным дайвом для самих клиентов, потому что они были в стрессе, очень быстро выдышивали воздух. А на минуточку одиночный дайв для сертифицированных дайверов в резорте на Мальдивах стоит порядка $100-150, то есть получается деньги на ветер. Следующая, 4-я причина – это безопасность. Каким бы безопасным ни был дайвинг, риски возникновения проблем есть всегда, будь то поломка оборудования или собственное плохое самочувствие. Главное знать, как эти проблемы решать, чему им посвящена добрая часть дайверских курсов. Мы тренируемся решать проблемы, и самые основные, возможные из них, доводятся до автоматизма. Поэтому новичок, если что-то случается, почти полностью зависит от инструктора, так как сам еще не понимает, что делать. Вспоминаем первую причину и пункт «проводить за ручку». А человек, прошедший обучение, уже может сам действовать в чрезвычайной ситуации. И нет, это не значит, что гид будет просто стоять в сторонке и смотреть. Он, конечно же, тоже поможет, и получается, что у нас будет двойная защита. Какие самые распространенные проблемы учат решать на курсе дайвинга? Это прежде всего реакция на отсутствие воздуха. Если в баллоне закончился воздух, либо что-то сломалось, и мы не можем дышать. Еще что делать, когда на дайве нужно очистить маску, если туда попала вода, либо если мы сами туда ее налили, чтобы очистить маску от запотевания. Что делать, если какие-то кнопки на регуляторе или на жилете залипли, и многое-многое-многое другое. Многие студенты признаются, что после курса Open Water Diver они начали чувствовать себя намного увереннее, чем когда ныряли до курса без сертификата. Во-первых, они узнали теорию процесса, а во-вторых, у них появилось чувство контроля. 5-я и последняя причина на сегодня – это уверенность. Наименее на самом деле очевидный пункт для тех, кто только собирается нырять, но при этом тоже очень важный. Есть много людей, типа меня, которые влюбились в дайвинг с первого взгляда, точнее с первого вдоха. Но на самом деле настоящий кайф от дайвинга можно получить только после нескольких погружений и тренировочных дайвов. Тем более, что на курсах целенаправленно учат позиционировать свое тело в воде с баллоном, потому что плавание со скубой отличается от того, как мы плаваем на поверхности. Учат так называемой нейтральной плавучести, когда мы просто можем зависнуть в воде без движения. А значит, мы можем подплыть ближе к кораллам, не боясь их поломать, или к рыбам, не распугав их. Еще мы спокойнее дышим, медленнее используем воздух из баллона. А значит, за деньги, заплаченные за один дайв, наслаждаемся подводным миром дольше. Смотри пункт 1 про деньги. Круг замкнулся. Тут кто-то возразит, что он погружается с друзьями, со своей снарягой в соседнем озере, и все эти сертификаты ему даром не сдались. Тут я вынуждена согласиться, почти. Кроме того, что пункт про безопасность и уверенность никто не отменял. Ведь когда мы покупаем любой товар, услугу или развлечение, мы все равно проверяем и прицениваемся хотя бы к паре мест. Так почему бы не получить второе мнение, пройти обучение хотя бы начального уровня с дайвинг-профессионалом, а не надеясь только на аргумент приятеля «не ссы, я так 100 раз делал». И при этом, как только вы выберетесь в озеро чуть подальше и захотите воспользоваться лодкой, прокатом снаряжения, заправкой баллона, вас все равно попросят показать хоть какой-нибудь сертификат. Не говоря уже о путешествиях по миру, куда рано или поздно потянет вас ваша дайверская душа.
Итак, это были мои 5 причин для того, чтобы получать дайверские сертификаты и обучаться дайвингу. Надеюсь, кого-то это видео сподвигнет двигаться в соответствующем направлении. Пишите в комментариях, если хотели бы отучиться, или пишите, какие лично причины были у вас, чтобы начать учиться дайвингу. Если ныряете без сертификата, тоже пишите, будет интересно пообщаться. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, конечно, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео.